любишь? А это ты мне скажи. Проблема в том, что мы не можем знать наверняка, что чувствует к нам другой человек. А тайная надежда – это всегда фундамент для манипуляций. Очень опасно, особенно если в эту комбинацию добавить страх разоблачения. 16 февраля 2023 год. Уру Дюшибаева, 82-летняя жительница Баткенской области Кыргызстана, с утра пытается дозвониться до своей дочери Алтынай. Та живет в Бишкеке со своими 2 детьми, а это почти 800 километров от Баткена, далекое расстояние. Уру уже в возрасте, поэтому они с дочерью всегда на связи. Могли созваниваться по нескольку раз в день, болтать о здоровье, о жизни, о детях. Если Алтынай не брала трубку, то вскоре обязательно перезванивала сама. Но в этот день все было иначе. Уже вечер, а от Алтынай ни звонка, ни сообщения. Уру волнуется. Я почувствовала что-то неладное. Позвонила тем, кто был в Бишкеке, попросила пойти посмотреть, что с дочерью. Выяснилось, что всю ночь перед этим соседи слышали какую-то возню, доносившуюся из квартиры Алтынай. Передвижение мебели, падали предметы. Потом это переросло в крики, в скандал. Слышали они также и шум на улице, как будто что-то ударило по припаркованной возле дома машине. Сработала сигнализация. Вся эта суета закончилась только к 3-4 часам. Это был четверг, и утром невыспавшиеся жители этой многоэтажки поспешили каждый к себе на работу. Только ближе к 9 часам вечера один из жильцов решил все-таки узнать, может, что и произошло там той ночью. Ну как узнать? Как комментировал позже глава столичной милиции Азамат Нагабаев, соседи не придали этому большого значения и сообщили домкому поздно. Последний, придя с работы, просмотрел видеокамеры и сообщил участковому. Прибыли милиционеры, МЧС, вскрыли квартиру. Тогда Уру, которая целый день пыталась дозвониться в Бишкек и узнала то, что буквально разбило ее жизнь на до и после. Ее 51-летней дочери Алтынай, 17-летней внучки Сайкал и 9-летнего внука Салима больше не было в живых. В соцсетях людей больше всего поразило именно то, что никто не обращал внимания на ночной шум, хотя его не могло быть не слышно в панельном доме. Меня еще злит, что в такой ситуации большой этажки в 4 утра, когда тишина и любой громкий звук хорошо слышно, никто из соседей ничего странного не услышал, не помог. Милицию же поразило другое, нечеловеческая жестокость и цинизм, с которым было совершено это преступление. У Алтынай были насчитаны множественные ножевые. 9-летний мальчик лежал на своей кровати рядом с любимой игрушкой, а его 17-летняя сестра лежала в ванной. Но те самые камеры видеонаблюдения, которые просматривал домком, показали, что девочка пыталась спастись. Она выпрыгнула с 4-го этажа, упала прямо на машину, поэтому и сработала сигнализация ночью. А преступник совершенно спокойно спустился за ней, занес ее еще живую обратно в квартиру и уложил в ванну с водой. Днем она выписывала белые узоры на черном фоне, а черной ночью ей пришлось прыгать с балкона 4-го этажа, спасаясь от изверга. Страшно представить, что там происходило, что девочке падение с 4-го этажа показалось выходом. Этим поделилась у себя на странице Facebook художница и известная правозащитница Алтын Капалова. Я здесь уточню, что Сайкал училась на дизайнера, и действительно в этот день она написала свою последнюю работу по основе композиции. Во время осмотра места происшествия на столе были обнаружены спиртные напитки, и это многих удивило, потому что Алтынай Канзаманова не была каким-то маргинальным человеком, чтобы вот на ровном месте попасть в такую пьяную бытовуху прямо у себя дома. Алтынай была умной и образованной женщиной. Много лет она работала экономистом в одном из крупных банков Бишкека.
Банковская сфера в Кыргызстане, да и не только в Кыргызстане, это достаточно престижная сфера, и она была уважаемым человеком в профессиональных кругах. С 2005 года она была матерью-одиночкой. Сама растила Сайкалу. В 2010 году к ней в банк приходит брать кредит молодой, симпатичный, подтянутый мужчина, майор ГКНБ Чантемир Аширалиев. Кто не из Кыргызстана, ГКНБ – это преемник советского КГБ. Такие службы сейчас есть во многих постсоветских странах, и называются они везде по-разному. Ну а Алтынай и Чантемир разговорились, и выяснилось, что они оба уроженцы Баткена. Всегда приятно встретить земляка, и у них завязался очень душевный и теплый разговор. Но продолжения никакого не было. Мужчине одобрили кредит, и на этом они тогда разошлись. Примерно через 2 года Алтынай с коллегами едет отдыхать на Иссык-Куль. Это озеро большое, красивое, очень популярное место отдыха в Кыргызстане. Там она встретила своего случайного знакомого Чантемира Аширалиева. Она отдыхала с коллегами и попросила довезти до временного места жительства. Довез. После этого мы обменялись номерами телефонов. Иногда она обращалась ко мне за помощью. У нас сложились очень хорошие дружеские отношения. Аширалиев казался безупречной фигурой. Молодой майор, мастер рукопашного боя, публичный человек, он часто выступал на телевидении, писал книги о патриотизме, о самообороне и даже стихи о родине. Он помогал мечети и исправно совершал намаз. И был примерным семьянином, ведь у него жена и 3 детей. В своих воспоминаниях Аширалиев подчеркнуто называл Алтынай Эже, что означает «сестра». Казалось бы, идеальный мужчина, с бабушками у подъезда, наверное, здоровался. К чему этот сарказм? Потому что, когда я слышу подобные характеристики, меня это очень пугает, отталкивает от человека. И не потому, что хороших людей не бывает, бывает их очень много, а потому что вот в этом описании нет ничего о человеке. Все вышеперечисленные достоинства – это всего лишь манипуляции, связанные с общественным ожиданием, социально одобряемые качества. Пугает меня здесь то, что само общество взращивает подобных монстров. Часто женщины, замученные непосильными бытовыми обязанностями и детьми, отсутствием помощи мужа и уставшие от жизни, когда слышат о таких мужчинах, патриотах, спортсменах, религиозных, поборниках традиционных ценностей, да еще и с семьей возносят их вот буквально до небес. Мало этого, они упорно не замечают, что все эти качества никак не характеризуют человека как человека. Непонятно, кто он. Это делает таких людей очень опасными, потому что они знают, что их посад защищен общественным доверием. Они наделяют себя карт-бланшем на жестокость, считая, что высокие идеалы, патриотизм, вера, традиции оправдывают любые действия. А самое жуткое, что в большинстве случаев действительно оправдывают, потому что когда что-то происходит, люди продолжают защищать своих героев. В нашей сегодняшней истории отношения Алтыная и Аширалиева тоже не были братско-сестринскими, потому что в 2014 году у них родился сын Салим. Аширалиев с таким утверждением согласен не был. Никаких половых отношений с Алтынай Эже не было. Я просто помогал ей и детям почти во всем, как крестный отец. Они мне были как вторая семья, были земляками и все. Жена моя официальная не знала про наши дружеские отношения с Таджике. Я не говорил ей просто ничего. Я детей в школу переводил, помогал поступить на учебу. Ребенок называл меня Байке, а не папа. Мать Алтынай предупреждала ее, что Аширалиев не тот, за кого себя выдает. Но Алтынай, как одинокая женщина, воспитывающая дочь, искала эмоциональной близости и поддержки. Аширалиев с его религиозностью и публичным образом хорошего человека создавал ту самую иллюзию надежности, о которой я говорила раньше.
Я понимаю, что не у всех женщин есть потребность заводить отношения, лишь бы какие. Главное, чтобы были, и это хорошо. Но в традиционном обществе незамужняя женщина с ребенком часто стигматизирована. И такая связь даже с женатым мужчиной казалась Алтынай лучше одиночества. Причем она была готова вкладываться в отношения не только морально, но и финансово. Когда он баллотировался в депутаты от Баткена, дочь попросила проголосовать за него. Он взял деньги у дочери. 100 тысяч сомов она отправила тогда ему в Баткен, когда он сказал, что не хватает. Кроме этого, она купила машину ему, а до этого его супруге, чтобы она возила детей в садик. Он спрашивал деньги у нее даже на бензин. Это позже расскажет мать Алтынай Уру Дюшибаева. 100 тысяч сом – это приличная сумма, это больше $1000. Ну и 2 машины, сами понимаете, это недешево. И для того, чтобы финансировать хотелки своего возлюбленного, Алтынай вроде как в какой-то период их отношений даже брала кредит под залог собственной квартиры. Матери Алтынай Аширалиев очень не нравился. Он не здоровался со мной. Дочь мне обо всем рассказывала. Она говорила, что сын от него. В свое время он избегал ее, когда родился ребенок. Потом вернулся. Дочь утверждала, что отец ее сына хороший. Не курит, не пьет, читает намаз 5 раз в день, помогает в мечети. Знаете, я не могла понять вот что. Ладно, любимому денег дать, это можно объяснить. Но зачем его жене покупать машину? Зачем заботиться о сопернице? Но после слов «не пьет, не курит, читает намаз», у меня вот как будто сложился пазл. Финансовая поддержка его законной семьи могла быть жестом, чтобы показать себе, что она не разрушает, а наоборот помогает. Это очень хорошо видно из показаний двоюродной сестры женщины. Кроме 2 автомобилей, Алтынай содержала семью Аширалиева. Я знаю, что она покупала подарки детям в первой семье. Она также рассказывала мне, как однажды отправила 100 сомов на баланс его телефона и давала 1000 сомов на бензин, а также 100 тысяч сомов на то, чтобы он занялся бизнесом, связанным с металлом. В Кыргызстане религиозный мужчина воспринимается как моральный авторитет, и Алтынай, защищая его, явно видела в этом доказательство его чистоты. Она идеализировала Аширалиева как праведника, который, несмотря на внебрачную связь, остается хорошим человеком. В традиционном обществе внебрачная связь осуждается для женщины. Алтынай, как одинокая мать, и так была уязвима, и связь с женатым Аширалиевым вызывала у нее еще больший внутренний конфликт. Его религиозность усиливала ее чувство вины. Если он святой, читающий намаз, то она, связавшаяся с ним, грешница, нарушающая нормы. Чувство вины – это на самом деле бесполезное, но жутко пожирающее изнутри чувство. В такие моменты сложно осознать, что в запретной связи участвуют двое. Его статус и религиозность создавали иллюзию, что он выше греха, а она, как женщина, несет основную ответственность. Почему-то так сложилось, что женщины часто берут вину на себя, особенно если мужчина – публичная фигура. Аширалиев был известен в Баткене и Бишкеке как спортсмен, силовик, патриот. Его публичная жизнь давала ему кредит доверия от общества. У Алтынай этого не было. Она была просто женщиной, экономистом, матерью без публичного статуса. Это заставляло ее чувствовать себя недостойной его. Мне под историей Сайгуль Сайлыбаевой многие писали, что, мол, а почему она не сделала то, почему не сделала это, сама виновата, ведь могла бы. Но это так не работает ни в Казахстане, ни в Кыргызстане. Там, конечно же, есть много современных женщин, которые понимают, что вот эти вот навязанные чувства вины и что женщина как-то по статусу ниже, это все ерунда, и мы все равны. Но есть и много женщин, которые воспитаны в старых традициях, и для которых это все не ерунда, а очень серьезно. Это та история, где, чтобы понять поступки и мотивацию женщин, не нужно мерить по себе.
Самое интересное, что большинство мужчин осознает, что они живут в современном мире, но при этом точно знают, что нужно делать и говорить, чтобы выглядеть в глазах общества теми, кем их хотят видеть. И получается такая фальшивая мораль, где верующий человек, патриот, спортсмен и семьянин ведет внебрачную связь, а обе женщины вместо того, чтобы выгнать его в зашей, сгорают от чувства стыда и вины, потому что знают, что общество их не поддержит, а будет винить. Ведь жена тоже не могла не замечать, что у человека появляются крупные суммы денег, что он уходит куда-то. Это видно, женщины это чувствуют. А Шаралиев, конечно же, вложение Алтынай отрицает. В 2021 году я принимал участие в выборах, но Алтынай Эже не давала мне деньги. Все это чистый бред, я не брал у нее ни сома. Машины у меня были задолго до нее. Моя жена тоже ездила на автомобиле с 2015 года еще. Если она заложила в банке квартиру и получила кредит, то это легко можно проверить по срокам и времени. О том, что его жена ездила на автомобиле с 2015 года, это как раз утверждение, так себе, ввиду того, что их общий сын Салим родился в 2014 году, то есть когда у его жены появилась машина, они уже были в отношениях, а встречаться они начали вообще с 2012 года. То, что Салим действительно его сын, было позже доказано экспертизой, которая не исключила такой возможности. У Аширалиева также есть своя версия того, кто у кого брал деньги. Да, брала у меня деньги. Первый раз брала с сестренкой Айзат срочно на неделю $12 тысяч они просили. У меня было 7-8 тысяч. Занял у знакомых и отдал ей. Расписку писала ее сестренка. После не вернула вроде деньги, и сестренку закрывали в ВВС на пару дней. А потом ее отпустили. Ко мне даже обращалась по этому поводу и просила помощи с милицией. Когда она собиралась квартиру покупать, я дал ей $15 тысяч. Это было примерно в 2018-2020 годах. Всего она должна мне порядка 30 тысяч. Это тоже достаточно спорно, особенно после фразы «не вернула вроде деньги». Вы часто вообще не можете вспомнить, вернули ли вам $12 тысяч, которые выдавали в долг. Про $100 можно забыть, если доход более-менее хороший, но не про 12 тысяч. А потом сверху дать еще 15 и помнить, сколько вам должны, только примерно. Серьезно? В общем, вся эта история длилась на протяжении 11 лет. Знаете, как бывает? Ты меня любишь, а это ты мне скажи. А ты уйдешь от жены? А как ты думаешь? Это как зеркало. Он отражает ее надежды. Безграничное пространство для фантазий позволяет ей самой придумать его чувства. Для Алтынай разрыв тоже был почти невозможен. Она вложила в отношения долгие годы, деньги, эмоции ребенка. Она все время повышала ставки, вкладывала туда все больше и больше. Это, знаете, как в азартных играх. Игрок вкладывает деньги, проигрывает, но продолжает играть, надеясь, что следующая ставка окупит потери. Признать, что Аширалиев использует ее, означало бы обесценить все эти ставки, ее время, надежды, 11 лет своей жизни. Вместо этого она продолжала ставить, чтобы отыграться и получить от него долгожданную любовь, признание и семью. Аширалиев манипулировал ее надеждами, возвращаясь после пауз, например, после рождения Салима. Это создавало иллюзию, что он может измениться, но он не считал их семьей, а скорее так, его частью жизни, ресурсом. Знаете, это как ловушка, где Алтынай сама себя убеждала, что ее вложения оправданы. Она играла в любовную рулетку, надеясь на джекпот, но Аширалиев был автоматом игровым, запрограммированным только брать. Это трагично, потому что ее вера в него была не глупостью, а простой человеческой потребностью в любви и признании. Можно сколько угодно говорить, но воспитывать одной-двоих детей – это сложно. В таких обстоятельствах женщина не принадлежит сама себе,
Ее личность стирается, а потребность в этом остается. В какой-то момент Алтынай поняла, что Шаралиев только берет, но ничего не дает. Да и все эти любовные игры порядком ей надоели. Она все-таки не 15-летняя девочка, а взрослая женщина. И она позвонила Ашаралиеву и сказала, мол, давай мы как-то что-то будем решать уже совсем, иначе я расскажу твоей жене и о деньгах, которые ты у меня брал, и об отношениях, и обо всем на свете, что происходило в прошлые 11 лет нашей жизни. Тут Ашаралиев понял, что приплыл, и решил наведаться к ней в гости. Хотя у него об этом эпизоде совершенно другие воспоминания. В тот злополучный день Алтынай Иже, оказывается, написала заявление в прокуратуру на какого-то милиционера, и она попросила у меня совета или помощи. Я должен был уехать в Баткен, и поэтому решили встретиться в тот день. Я приехал примерно в 23:00 к ней домой. Попросил ее выйти, постоял во дворе около получаса. Дальше он рассказывал, что Алтынай была в нетрезвом состоянии и предлагала ему тоже выпить. Что она начала скандалить, кричать, он хотел уйти, но она его не пустила, угрожала. По его словам, когда он зашел в квартиру, детей там не было, и они зашли минут через 5 после него. Алтынай кричала на них, и они быстро ушли в ванную чистить зубы. Там вроде дочка куда-то отправилась, и Алтынай Иже часто выходила из кухни, где мы разговаривали. Она просила меня открыть бутылку вина, в один момент была драка. Я вышел, она держала за волосы Сайкал. Потом я разнял их, и так было несколько раз. Потом, честно, не помню, что произошло. Вроде бы кто-то из них стоял с ножом. Он утверждал, что такое постоянно было у них в семье, что Алтынай якобы часто срывалась на детях, избивала их. Я не хочу ничего плохого говорить, но у Алтынай Иже были проблемы. Она срывалась на детей, избивала их. Даже вызывали наряд милиции. Она была на учете. В Октябрьском РУВД, в курсе, наверное. Она с ножом нападала на дочку, выломала дверь и хотела убить дочь. Вызывали наряд милиции. Дочка писала или нет заявление, не знаю. Но наряд приезжал, и после Алтынай Иже обращалась ко мне, чтобы помог с милицией. Домком тоже говорит, что она часто избивала детей. Я сам пару раз был свидетелем того, как она достаточно жестко общалась с детьми. И все вроде логично, если бы не две маленькие детали. Ни на каком учете Алтынай не стояла, а также судмедэкспертиза наличие алкоголя в ее крови не выявила. А вот следователи выявили, но кое-что другое. Были представлены аудиозаписи, где четко и ясно говорится, что Алтынай Канзаманова предоставляла денежные средства не только обвиняемому, но и его другим знакомым. Также по аудиозаписи мы четко услышали, как Канзаманова сказала, что расскажет знакомой супруге Чентемира Ашаралиева о долговых обязательствах. На что обвиняемый ответил, что женщина доиграется. Этот комментарий прокурора немного рушит образ Ашаралиева как идеала добродетели и защитника традиционных ценностей. И вот здесь сработало сразу несколько факторов. Мы с вами помним, что он служил в ГКНБ, в силовых структурах, он занимался госохраной. Таких людей часто наделяют чертами сильного мужчины, защитника. Ашаралиев, как мастер рукопашного боя и патриот, воплощал этот идеал настолько, что сам верил в свой героический образ. Если честно, то я опасаюсь таких людей, потому что у них стертые рамки. Я сейчас объясню. Любое государство имеет монополию на насилие внутри страны. Что это значит? Это значит, что один гражданин не имеет права взять второго такого же гражданина, и даже если он очень сильно виноват, запереть его в клетке на несколько лет. А вот государство имеет право надеть наручники, и если человек виновен, то запереть его в клетке. И так в других аспектах в рамках закона и конституции. Я думаю, вы поняли, о чем я. Люди, которые служат в силовых структурах, когда находятся на работе, они представители государства. Но у некоторых из них происходит настоящая профдеформация. Они у себя в голове не разделяют то, что, сняв форму, они перестают быть государством.
Ашаралиев служил в службе госохраны, где обеспечивал безопасность элиты или каких-то важных объектов. И будем честны, для выполнения своей работы силовики периодически пренебрегают рамками закона или интерпретируют его в свою сторону. От этого и появляется та самая фальшивая мораль, где если совсем чуть-чуть и никто не видит, то можно. И они очень часто начинают свою личную жизнь строить по такому же принципу. Мало этого, навыки рукопашного боя Ашаралиева и доступ к конфиденциальной информации могли усиливать ощущение, что он выше обычных людей. Поэтому, когда он снимает форму, эта деформация не исчезает, она становится частью его личности. Даже то, что Ашаралиев к тому времени уже вышел на пенсию по выслуге лет, не отменило то, что уже было частью его идентичности. Поэтому угроза разоблачения была как атака на его идеальный образ, который он выстраивал годами. Казаться везде хорошим – это огромный труд. А тут Алтынай прямым текстом сообщает, что разрушит эту иллюзию. Итак, мы уже с вами выяснили, что 15 февраля Алтынай позвонила Ашаралиеву и поставила ультиматум. Версия следствия, конечно же, несколько отличается от версии Ашаралиева, поэтому настало время и ее рассмотреть. Так вот, от столь заманчивого предложения он отказываться не стал и приехал к ней в квартиру. Точное время неизвестно, но прокурор указала, что это было ближе к полуночи. Далее он дождался, пока Сайкал и Салим вернутся домой и лягут спать. Никакого скандала между Алтынай и детьми по версии следствия не было. И в это я охотно верю. Кстати, версию Ашаралиева о том, что между ними были плохие отношения, в принципе, очень сильно опровергает та работа Сайкал, которую она написала во время учебы в колледже. Одна из ее последних ученических работ – реплика на работу казахской художницы Кантар. Она сделала реплику, но добавила много своего. Она, наверное, не просто так выбрала эту работу. В ней столько тепла и заботы между мамой и дочерью. Ее выложила у себя на странице Facebook художница и известная правозащитница Алтын Капалова. И работа действительно очень теплая и душевная. В общем, дети разошлись по своим комнатам и легли спать. Прокурор озвучила, что в ходе не сложившегося диалога Ашаралиев начал бить Алтынай сначала палкой по голове, а затем взял нож и 9 раз нанес им удары по разным частям тела. Сайкал проснулась от шума из кухни и выбежала, чтобы защитить мать. Тогда он сначала ударил ее ножом, а затем применил удушающий прием. Тут, конечно, у Ашаралиева память и отшибла. Может, Сайкал убила Алтынай же. Точно не помню. Этот нож держали в руках все. Я отнимал его. Видел, как в какой-то момент Сайкал хотела убить им себя. Видел, как Алтынай же нападала с этим ножом на дочь. На самом деле, просто представьте, Сайкал, рассчитывая, что собственного сына он не тронет, а ей бежать некуда, посчитала, что единственным спасением будет выпрыгнуть в окно 4-го этажа. От падения она, конечно же, получила травматический шок, множественные переломы и разрывы, но девочка выжила. А Ашаралиева же это никак не остановило. Он спустился вниз за ней, при этом, заметив камеру в подъезде, попытался ее сбить. А потом спокойно, как ни в чем не бывало, тупо занес ее обратно в квартиру и добил, а затем уложил в ванну с водой. Он так спокойно идет по лестнице, он не бежит, не оглядывается, не прислушивается, он не торопится вообще никак. Я не знаю, вы замечали, что вот самые хладнокровные, расчетливые, равнодушные преступления совершают именно люди, которые имеют опыт службы в силовых структурах. Это не значит, что все, кто там работает, точнее, кто там служит, преступники, а то я сейчас открою портал ВАД в комментариях. Но вот те, кто идут на преступления, они отличаются именно вот такой жуткой хладнокровностью.
Это настолько низкая эмпатия. В таких злодеяниях люди для них выглядят как расходник, как проблема, не как живой человек. Силовики редко участвуют в каких-то эмоциональных преступлениях, типа пьяные драки, бытовуха. В их деяниях прослеживается такое совершенное пренебрежение человечностью. Это не просто импульсивный акт, а спланированная, методичная ликвидация всех, включая детей. Это вот то, о чем я говорила, что стерты рамки. Работа в силовых структурах приучает к насилию, к пренебрежению законами и моралью, как к инструменту для решения проблемы, и становится частью личности. Методично, эффективно, без эмоций. И вот можно, зная эту сторону, верить в картину добропорядочного семьянина, который в мечети помогает, совершает намаз 5 раз в день. Какая часть личности таких людей правда и чему можно верить? А вот что рассказывает Ашер Алиев об эпизоде Сайкал. Он, правда, сообщил, что у него как раз на этом моменте опять отшибла память. Он якобы очнулся и услышал, что сработала сигнализация на машине под домом. Причем у него есть 2 разные версии этих событий. Я не помню, зачем спускался. Наверное, чтобы ей помочь. Потом поднял ее и понес в квартиру. Звонил ко всем соседям в домофон, но никто не открыл. Стоял около 15 минут у подъезда. Конкретные действия не помню. А вторая версия звучит как: я быстро спустился вниз, увидел, что Сайкал лежит на машине. Наверное, спустился, чтобы помочь. Как ее поднимал, не помню. Я не знаю, почему пытался сбить камеру. Наверное, испугался, не хотел. Этот момент не помню. В общем, потерялась я, как говорится. Но, несмотря на провалы в памяти, Ашер Алиев все-таки уточнил, что девочка-то вроде как сама выпрыгнула. Наверное, у Сайкал была возможность позвать на помощь, кричать, орать. Выпрыгнув из окна, наверное, хотела показать матери свой протест, так как устала от ссор с мамой. Да чего ж там, многие подростки так делают, ныряют на асфальт с 4-го этажа, чтобы протест показать. Вот уже те современные дети. Следствие также установило, что и его 9-летний сын не сам тоже скончался от асфиксии, а от рук любимого папы. Тут Ашер Алиева, очевидно, тоже память подкачала. Я видел только тело, накрыл его и игрушку положил рядом, когда заходил к нему в комнату. Как заботливо. Конечно же, у него поинтересовались, кто же мог это сделать. И он ответил, что я не хочу отвечать на этот вопрос, но может быть Алтынай и Же. Может быть, все может быть. Только вот следствие установило, что в целях скрыть свои злодеяния Ашер Алиев инсценировал на кухне распитие алкоголя. Мы же с вами помним, что экспертиза не обнаружила алкоголь в крови Алтынай. А потом он инсценировал и конфликт между матерью и дочерью, вырвав клочки волос уже неживых Алтынай и Сайкал и разбросал их на месте преступления. Когда он закончил дело, то спокойно сел в свою Тойоту и уехал, а по дороге уничтожил одежду, в которой находился в момент преступления. Тут к человеку, конечно, память тоже не вернулась. Конкретные действия не помню. И куда уехал после тоже не помню. Наверное, был у себя дома, так как был на следующий день в костюме на соревнованиях. Пью лекарства, чтобы успокоиться. Тренируюсь каждый день. Хочу вспомнить, но пока не получается. Я стараюсь. Ну вот что вы все накинулись? Ну видно же, человек старается. А если серьезно, то это все происходило на протяжении нескольких часов. С 12 ночи до 4 утра. Вы представляете, насколько там было шумно, если учитывать, что это панельный дом. И это не говоря еще о хозяине машины, на которую громко упала девочка, и у которой сигнализация посреди ночи орала на весь двор. Я тоже подумала, как можно быть таким бессердечным. Надо было в милицию звонить, поднять соседей, шум создать. Может, кто-то остался бы в живых? У всех есть чат соседей, народ бездушный. Я не согласна с тем, что люди бездушные. Мало кто может, слушая вот такое на протяжении нескольких часов, оставаться настолько же хладнокровными, как и бывший силовик. Не отшибла настолько у людей эмпатию. Даже в комментариях под моими роликами я вижу, что
очень много людей умеют сочувствовать. Здесь проблема в другом. Люди настолько привыкли к домашнему насилию, что воспринимают это как неприятную, но норму. Это проблема не только Кыргызстана. Такое есть во многих странах СНГ. Где-то больше, где-то меньше, но есть везде. Мы должны перестать романтизировать насилие, романтизировать плохие традиции. Должны перестать шутить сексистские шутки. Должны перестать восхищаться мачистами. Много чего должны сделать. Это наша с вами реальность. Она страшная. И здесь я согласна с правозащитницей Алтын Капаловой. Как только Домком на следующий день посмотрел камеры видеонаблюдения и обнаружили тела, чтобы ускорить установление личности преступника, туда попросили приехать брата Алтынай Шербека Кантаманова, который тоже жил в Бишкеке. Мне показали фото и видео с подозреваемым. Я его не знал, но была информация, что он баллотировался в депутаты, о чем я рассказал милиционерам. Я знал о том, что у сестренки есть отношения, что у нее сын, но она не знакомила нас с ним. О неприязненных отношениях не говорила и не хотела обсуждать со мной что-то. В общем, его показания, плюс камеры видеонаблюдения и личность установили достаточно быстро, буквально на следующий день. А Шералиева арестовали ночью дома. Перед этим он еще успел съездить, провести соревнования по рукопашному бою. Он не сопротивлялся, молча прибыл под конвоем в следственную службу Октябрьского района. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, Чантемир Шералиев вменяем, психологическими заболеваниями не страдает. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Зависимостей у него тоже не выявлено. Это то, что я говорила о его хладнокровности. Он все прекрасно понимал, что делает, и просто, методично ликвидировал свою угрозу. Он не наделял их человеческими ролями наподобие женщина, ребенок, семья. Поэтому я и опасаюсь таких людей, о которых говорят только в контексте социально одобряемых характеристик. Семьянин, патриот, спортсмен, защитник традиционных ценностей, герой. Чтобы пазл личности сошелся, должны быть еще хоть какие-нибудь качества. Например, любит рыбалку или катается на велосипеде. Ну что-то такое, а тут этого нет. Кстати, Шералиев сначала даже во всем признался и на следственном эксперименте показывал все как было. А вот на суде уже начал страдать амнезией. Я от первых показаний официально отказываюсь. Я был в плохом состоянии после того, как меня задержали. Оперативники пытали меня. Утром водку пил. Моральное и физическое давление было. Я им говорил, не помню, Аллах все видит. И каждый раз надевали пакет до потери сознания. Кроме этого, Шералиев говорил, что оперативные работники якобы сказали взять всю вину на себя, иначе посадят на 48 часов его жену, а детей и родителей покажут в интернете. Но он потом согласился, и они обещали в интернете никого не показывать. К тому же на тот момент я сам был уже уверен, что убил их. Мне показывали видео, как я несу девочку, как я выкинул ее. Если бы я хотел их убить, то я бы приехал в маске на такси, а не на своей машине. Хотя бы кепку надел. А тут ничего этого не было. Так поэтому ж тебя и узнали, Заюш, потому что ты кепку забыл. И девочку с переломами ты как-то уж очень бесцеремонно нес, как для желающего помочь. Но мне в его речах понравилось другое. В обвинительном акте сказка. Там меня обвиняют в непрофессионализме. Если бы хотел убить, то никто бы не узнал. Они оскорбляют мой профессионализм. Именно это высказывание окончательно сложило недостающие детали. Он совершил это методичное преступление не потому, что боялся, что жена узнает. Скорее всего, до жены ему точно так же не было никакого дела, как и до семьи Алтынай. Он боялся, что рухнет вот этот вот образ праведника. Угроза Алтынай – это атака на его идеальный образ, который он выстраивал годами.
Он до последнего отпирался. То, чему оперативники научили меня, то и сказал. Во время воспроизведения отключали камеру, чтобы поговорить со мной. Показывали мне, что и как было. Я сам был уверен и верил милиционерам. После пыток мне давали спиртное, а потом повезли на экспертизу. Хотя в тот день я был трезвый и не употребляю спиртное вообще. Это при том, что когда он в суде отказывался от своих первых показаний, то сам говорил, что пил водку. Мать Алтынай, 82-летняя Уру Дюшибаева, как только вошла в зал суда, назвала его зверем и животным. Судебное разбирательство длилось около 9 месяцев, но в конце концов судья Надырбек Такстасунов зачитал приговор, согласно которому Чантемир Ашаралиев признавался виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к пожизненному лишению свободы, конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ашаралиев не согласился с приговором, подавал апелляцию. Это очень сильно взволновало мать Алтынай. Она испугалась, что апелляционный суд освободит преступника. «Я не дам ему оправдаться или выйти из тюрьмы. Он будет обжаловать приговор суда, и я буду следить за всем этим, чтобы ему не изменили срок. Он все время врет, и он должен гнить в тюрьме». Но ничего такого не произошло, и 15 января 2024 года в Бишкекском городском суде судебная коллегия оставила приговор в силе без изменений. Идеальный образ Чантемира Ашаралиева распался, но ведь таких праведников, которых мы сами идеализируем, среди нас еще много.